Добро пожаловать на канал Мэри По, место, где вы можете узнать о фантастических и удивительных существах, которые населяют нашу планету. Генетта – млекопитающее из семейства виверовые. Они распространены от Сенегала до Сомали, к югу до Намибии и Южной Африки. В 8 веке генетты были завезены арабами в Испанию, откуда они распространились по всей Европе. Сначала животные содержались в домах аристократов в качестве домашних питомцев, но затем сбежали на волю и создали европейские популяции. В 1758 году шведский зоолог Карл Линней впервые описал этот вид животных. В горной местности генетты наблюдаются на высотах до 2000 метров над уровнем моря. Внешне генетты больше всего из всех виверовых напоминают куниц с мордочкой и окраской кошки. Хотя ближайшие родственники вивер не куньи, а как раз кошачьи и гиеновые. Это подвижные, ловкие зверьки, способные прыгать до 2 метров в высоту. Они не только хорошо лазают по ветвям деревьев и кустарников, но и прекрасно бегают по земле. В Древнем Египте генетту обыкновенную считали священным животным, символизирующим богиню-мстительницу Мавдет. В мифологии древних египтян она служила защитником фараона от ядовитых змей и скорпионов, а также участвовала в загробном суде и заботилась об умерших, которые заслуживали достойной жизни в загробном мире. На Ближнем Востоке генетта обыкновенная высоко ценилась из-за цибетина, получаемого из ее анальных желез и используемого в парфюмерии. Цибетин – это пенистое вещество желто-белого цвета с мускусным ароматом, подверженное окислению и потере аромата со временем. Обычно его настаивают на этиловом спирте. Для получения цибетина генетту прикрепляют к дощечке и выскребают маслянистый ингредиент пальцами и чайной ложкой. Чтобы получить больше продукта, животных содержат в тесных клетках и обильно кормят. Их также дразнят, чтобы разозлить их и увеличить количество цибетина. Одна взрослая генетта может производить до 250 грамм цибетина в год. Генетта – это животное с телом, напоминающим кошачье, заостренной мордой и длинным хвостом, на конце которого находятся черные кольца. Шерсть генетты короткая и мягкая, с густым подшерстком, а окрас обычно бледный с несколькими темными пятнами. Длина тела взрослой генетты составляет 42-58 см, длина хвоста почти такая же. Вес не превышает 2 кг. Генетта имеет большие и плотные сальные железы на щеках, шее, боках и передних конечностях, которые используются для маркировки запаха путем растирания. Мелкопятнистые генетты проводят большую часть своей жизни в одиночестве и активны ночью. В течение дня они скрываются в дуплах, на ветвях деревьев или в густых кустарниках, а к вечеру отправляются на поиски пищи. Они достигают максимальной активности после захода солнца и перед его восходом. Каждая взрослая генетта обитает на персональном участке, который может быть площадью до 9 квадратных километров. Угодья самцов и самок частично пересекаются, но животные одного пола демонстрируют агрессию друг к другу, защищают свои территории от конкурентов. Они издают угрожающие звуки и нападают на нарушителей. Одинокие генетты часто меняют свои укрытия, тогда как самки с потомством остаются в своих логовах. В отсутствии подходящих деревьев они могут прятаться в брошенных норах, оставленных лисами, енотами или барсуками. Генетты обладают отличной памятью и легко ориентируются в пространстве. Они могут запомнить маршрут длиной до 20 километров и вернуться домой по нему. Эти животные очень подвижны и способны проходить большие расстояния в течение ночи. Они легко перемещаются по деревьям и быстро бегают по земле. Генетты имеют естественных врагов, включая леопардов, сервалов и каракалов. Молодые особи могут стать жертвами шакалов, змей и хищных птиц. Генетты охотятся и на земле, и на деревьях. Они подкрадываются к своей добыче тихо и быстро прыгают. Затем душат жертву, захватив ее за шею. Ночью генетты охотятся на грызунов, ящериц, птиц и крупных насекомых. Иногда они могут съесть мелких млекопитающих, но не более размером с зайца. Они также могут ловко кушать спелые фрукты, лазая по деревьям. Если генетты живут рядом с людьми, они могут нападать на курятники и голубятни. Половое созревание наступает примерно в 2-летнем возрасте, а период размножения происходит во время сезона дождей, преобладающего на большей части ареала.
Самец находит готовую к спариванию самку по запаху и может находиться рядом с ней несколько дней. Прелюдия длится около часа, а акт спаривания всего лишь до 5 минут. Беременность длится до 76 дней. Перед родами самка ищет подходящее место для логова. Обычно это дупло дерева, нора или скальная расщелина. Самка рожает 3 детенышей, длина которых составляет 26 сантиметров, а вес 70 грамм. Детеныши рождаются слабыми и слепыми, но уже покрытыми мягкой шерстью. В возрасте 11 недель юные генеты уже могут охотиться самостоятельно, а через 2 месяца они вырастают до размеров взрослых животных и начинают искать свои собственные домашние участки. Генет является относительно распространенным видом, однако сохранность его популяции варьируется в зависимости от региона обитания. Для сохранения этого вида необходимы меры по защите его естественных мест обитания, такие как леса и степи, а также борьба с незаконным отловом и торговлей животными. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, вы узнали что-то новое и интересное о наших маленьких друзьях. Если вам понравилось это видео, не забудьте жмякнуть лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные видео о животных. Берегите природу и всем пока!